Привет, мои дорогие друзья, все гости моего канала. Рада всех приветствовать на моем творческом канале. Я хочу сделать перед началом этого видео хочу сделать небольшой анонс. Я начинаю лепить красивый нежный весенний букет. То есть тема следующих видео будет у нас посвящена весеннему букету. И все детали, которые будут входить в этот весенний букет, на каждую такую деталь, на каждый цветок будет снят отдельный видеоурок. И в конечном итоге эти уроки я объединю в один плейлист. Я, наверное, даже сегодня уже создам этот плейлист, куда занесу первый урок. То есть, чтобы потом вам ориентироваться, то есть по будущим урокам, можно будет также заходить в этот плейлист, смотреть, что там появилось. Нажимайте, кстати, на колокольчик, подписывайтесь на канал, тогда вы не пропустите выход моих новых уроков. Создавать мы будем великолепный весенний букет. И сейчас я покажу, что мы будем делать сегодня. Это снова ранункулюс. Ранункулюсов у меня уже несколько уроков есть на моем канале. Но сегодня мы будем лепить именно вот такой необычный сорт. Это раскрытый ранункулюс. Сорт его называется, если я не ошибаюсь, Пикоти Пинк или Пикоти, или как-то вот, я даже, если честно, не знаю, как называется правильно, но в интернете я, то есть, поискала название, вроде как Пикоти Пинк, вот так. Они есть разных видов, есть с более яркими краями лепестков, то есть этот сорт, он отличается тем, что окантовка лепестков, она всегда в этом сорте будет намного ярче, чем основной тон лепестков. Так у нас это выглядит снизу. Очень нежно, очень красиво. Посмотрите, как это красиво снизу, аккуратно. Лепестков здесь не сказать, что сильно много, но за счет того, что они вот так вот объемно собираются, выглядит это как тонкий шифон. Мне даже в одном из комментариев в социальной сети написали такой приятный комментарий, что цветок выглядит как тончайший шифон, его лепестки. И это действительно так. И здесь этот эффект тончайшего шифона создается не только составом глины, но и особым способом тонировки, который я сегодня с радостью продемонстрирую для вас, чтобы вы могли повторить такую красоту. Вот этот цветок у меня получился более нежный по оттенку, а этот более насыщенный. То есть можно делать и так, и так. Здесь чуть больше лепестков, здесь чуть меньше. Я сейчас покажу их вам на свет, чтобы вы могли оценить все изящество такой сборки лепестка. Лепестки как будто по спирали. И сейчас я покажу это ближе к свету. Вот, обратите внимание. Сейчас показываю больше на свет. Нежность этих лепестков. Полупрозрачный такой эффект у них. И лепестки расположения по спирали. То есть, если смотреть вот так, то тогда непонятно. Но если его крутить вот так из стороны в сторону, то видно, что лепестки вот как бы по спирали вот так вот уходят. То есть вот такой красивый цветок ранункулюса мы будем в этом видео лепить. И немножко расскажу о том, что будет в следующих видео, то есть что у нас будет в составе весеннего букета. То есть вот этот видеокурс, который будет посвящен весеннему букету, он будет полностью бесплатный, то есть все видео будут доступны для вас. И сейчас я покажу, что еще будет в следующих видео. Мы будем создавать нарциссы. Для этого букета мне захотелось сделать нежные красивые нарциссы. Несколько штучек вот таких тоже в букет я буду делать. Тоже покажу, как создавать вот такие красивые цветы нарцисса.
И будут еще молодые веточки зелени, древесные такие веточки красивые. Вот их тоже мы будем делать в следующих видео. Поэтому обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить все мои новинки. Вот, и я думаю, к весне или даже вот еще там часть весны мы захватим, чтобы освоить все вот эти техники. То есть видео будут выходить приблизительно 1 раз в неделю. Вот, и за несколько уроков мы с вами создадим весенний букет. Вот такая красота. И еще в этом букете будут ландыши. Ну, они у меня еще, правда, не готовы. Я буду это создавать уже в процессе. Будут ландыши и будет либо гортензия светлая, красивая, либо будут гиацинты. Я еще подумаю. И также еще будет красивая зелень. Это тоже будут красивые такие веточки. Вот такой вот листвы. Красивый такой листвы. Тоже в качестве декора для весеннего букета будет вот такая красивая зелень. Я тоже все это сниму, покажу. И также будет сборка весеннего букета. А по поводу сборки букета с веточками вишни я сниму чуть позже. Я знаю, что есть желающие, которые хотят увидеть эту сборку. Я обязательно ее сниму, но чуть-чуть попозже. То есть пока что вот мы начинаем лепить весенний букет. Поэтому желаю всем приятного творчества. Присоединяйтесь ко мне. Если у вас возникают какие-то вопросы, пишите их в комментариях или подписывайтесь на меня в социальных сетях. А сейчас мы с вами приступим к созданию вот такого роскошного ранункулюса, такого красивого сорта. Глина, из которой мы будем создавать такой ранункулюс, это глина, с которой я в основном всегда работаю. Это Modern Clay с зеленой этикеткой. Это холодный фарфор, полупрозрачная глина. И это Modena Soft. Это глина целлюлозная, белая, матовая. Мы ее будем добавлять совсем немножко, для того, чтобы лепестки остались полупрозрачные. И поэтому мы будем добавлять Modena Soft к модерну примерно в пропорции 4 к 1 или 5 к 1, где будет 5 частей Modern Clay и 1 часть Modena Soft. Я покажу, как смешать глину. Дальше, для создания тычинок и вообще для цветка нам понадобится проволока номер 18. У меня японская проволока, вы можете брать любую другую, главное, чтобы она была прочная. Номер 18 здесь для меня вполне приемлемо. К тому же, что цветки у меня не слишком длинные. Если вы хотите делать длинные цветки, то тогда проволоку нужно брать еще толще. Может быть, номер даже 16 или 14, если у вас такая имеется. У меня самая толстая это 18, поэтому... Тем более цветы у меня будут не очень длинные, то есть это вот такой длины. Это половина проволоки. Японская проволока длиной 36 сантиметров. То есть у меня половина проволоки уходит вот на один цветок ранункулюса. Дальше вам нужны будут кусачки, чтобы загнуть петельку на проволоке, нарезать проволоку при необходимости. Дальше вам понадобится латексный клей. Также при необходимости может понадобиться какой-то жирный крем для рук. Я использую бархатные ручки. Если вы живете не в России и такого крема у вас нет, используйте любой другой крем для рук. Можете, например, использовать крем Nivea или крем Johnson's Baby. Но главное, чтобы это был крем для рук такой достаточно жирной консистенции. Дальше вам понадобятся маникюрные ножницы. Для создания тычинок вам понадобится острый пинцет. Вот такой, заостренный, у которого концы острые, как иголка. Вот такие.
Также для лепестков вам понадобятся стеки с шариками разных диаметров, острый пластиковый нож для того, чтобы обрабатывать лепестки под пленкой. Понадобится пленка для пастомашины. Также инструменты, с которыми мы будем работать, я показывала в предыдущих видео, где мы лепили ранункулюс. Это каттеры для ранункулюса. Я использую каттеры Flower Portrait. Это вайнер лепестка ранункулюса, это тоже Flower Portrait. Ссылку на этот магазин я также оставлю в описании под видео. Можете зайти к ней посмотреть. Размеры каттеров я скажу по ходу видео, и количество лепестков я тоже вам расскажу по ходу видео, поэтому смотрите дальше. Краска, которую мы будем использовать для основного цвета лепестков, это Vinton Magenta. Вы можете использовать любой другой оттенок, розовый, потому что его нужно совсем незначительное количество, чтобы глина осталась практически белая. Но у нас останется такой легкий намек на то, что лепестки слегка розоватые. В процессе лепки мы будем сразу лепестки тонировать, и поэтому, в общем-то, неважно, какого цвета краску вы добавите в глину, главное, чтобы ее было совсем немножко, чтобы глина почти белая осталась. Дальше для тонировки вам понадобятся кисточки две. Одна для розового цвета, одна для зеленого цвета. И тонировать мы будем лепестки сухой пастелью. У меня вот такая пастель. Я очень довольна этой фирмой пастели. Она мягкая, софт пастель. И нам понадобится два оттенка. Это будет вот такой розовый оттенок и вот такой светло-зеленый, ближе к салатовому. То есть салатовый и розовый. Вот эти два оттенка. И понадобится масляная краска коричневая, любая коричневая, для того, чтобы ее добавить в глину для создания тычинок. И также понадобится светло-зеленый оттенок масляной краски, то есть зеленый цвет, чтобы добавить в небольшой кусочек для создания серединки. То есть сейчас я все это в процессе покажу. Вот, по инструментам вроде бы все. Если что-то я сейчас забыла сказать, то в процессе видео я в любом случае об этом вспомню и расскажу. И вам понадобится также пастомашина. Раскатывать лепестки мы будем на делении номер 7. Это при условии, если ваша пастомашина с 9 делениями. Моя машина с 9 делениями, поэтому я буду раскатывать на семерке. Это достаточно тонко. И еще останется возможность для обработки лепестков уже под пленкой, чтобы сделать их тонкими, как шифон. И теперь давайте с вами приступим к созданию вот таких тычинок и серединки для цветка. Давайте смешаем глину для цветка и заодно смешаем для серединки цветка и для тычинок. Так, где тут начало? Это холодный фарфор Modern Clay. Отщипываем такой хороший кусочек. Слишком большое количество глины нам, конечно, не понадобится для цветка. Ну, я возьму на глазок. Может быть, это будет чуть больше, но буду использовать ее для следующих тогда цветов. Таких ранункулюсов у меня в букет планируется от 5 до 7. Вот. Взяли холодный фарфор. Напоминаю, что это такая гладкая полупрозрачная глина. Если вы работаете без целлюлозной глины Modena Soft, без нее, тогда в холодный фарфор добавьте небольшое количество масляной краски цинковые белила.
Это для того, чтобы убрать вот этот вот сероватый оттенок. Она когда высохнет, если в нее ничего не добавить, то у нее будет сероватый оттенок, и она будет полупрозрачная. Это не будет смотреться естественно. Поэтому, если у вас нет такой глины, любой какой-то целлюлозной глины, тогда добавьте цинковые белила, небольшое количество, там капельку, в холодный фарфор. И тогда она у вас останется полупрозрачная, уйдет этот сероватый оттенок. Но я цинковые белила уже давно перестала добавлять. Поначалу я тоже так работала, только с холодным фарфором. Потом я стала приобретать себе Modenu Soft. Я с этой глиной уже работаю давно, наверное, где-то 2-3 года точно я с ней работаю. Я добавляю ее в зависимости от желаемого результата, я добавляю ее всегда разное количество. Если мне нужен цветок, чтобы лепестки были более прозрачные, я добавляю ее меньше. А если мне нужны более бархатистые, более матовые лепестки, тогда больше. Вот, например, в розы можно добавлять ее в пропорции 3:1. Но вот именно для такого ранункулюса я буду добавлять 5:1 или 4:1. То есть мы сейчас определимся примерно. Вот смотрите, если у вас вот такой кусочек холодного фарфора, то целлюлозной глины, ее еще называют зефирная глина. Это я сейчас объясняю тем, кто еще не знает и кто еще не покупал такую глину. Мы возьмем вот такое количество. Обратите внимание. Так, можно еще добавить. Но главное не переусердствовать. То есть вот так будет вполне достаточно. То есть это где-то 5:1, может быть даже 6:1. То есть даже 4:1 лучше не делать, лучше сделать вот так, 5:1. То есть вот такая разница. И эти две глины мы как следует перемешиваем. Она невероятно приятная на ощупь. Кто еще не работал с такими глинами, я непременно рекомендую попробовать. Один раз подержав в руках такую глину, поработав с ней, вы влюбитесь в нее навсегда. Это я говорю вам по собственному опыту. Один раз только мне стоило в руки взять холодный фарфор, и больше я не смогла никогда от него отказаться. Итак, сделали вот такой замес. От него же сейчас мы отщипнем небольшое количество для серединки и небольшое количество для тычинок. Я покажу, как это все окрасить и сформировать. Вот от этой глины мы сразу отщипываем такой небольшой кусочек. Даже вот так будет достаточно. Мы пока не окрашиваем эту глину. От этого кусочка мы возьмем небольшой кусочек для серединки цветка. Диаметр этого кусочка я сейчас вам скажу. Примерно 1 сантиметр и 1 миллиметр. Ну, то есть около 1 сантиметра размером. Это будет кусочек для серединки цветка. Этот кусочек у нас будет для тычинок. Мы его окрасим в коричневый цвет. А этот кусочек в светло-светло-зеленый оттенок. Итак, светло-зеленая глина. То есть у меня здесь травяная зеленая масляная краска. И мы ее добавляем. Вот. Незначительное количество. И хорошо перемешиваем. Глина свежая. Немножко прилипает даже к рукам. Можно использовать влажные салфетки во время работы, чтобы очищать периодически руки.
Сейчас я покажу, как закрепить этот кусочек на проволоке и что нам с ним нужно будет сделать. Вот этот кусочек глины мы сейчас вклеим на проволоку. Для этого отрежьте проволоку нужной вам длины, той длины, какой длины вы хотите цветок. На конце проволоки мы сделаем двойную петлю. Один раз закрутили и второй раз с помощью кусачек прижали, сделали вот такую двойную петлю. Это для надежности. На этой петле у вас будет держаться практически весь ваш цветок. Это достаточно прочно, ничего никуда у вас не слетит. Теперь просто в латексный клей или клей ПВА, каким клеем вы обычно пользуетесь, вставляем вот эту петлю в зеленую глину и защипываем снизу, формируя шарик на конце проволоки. Обратите внимание, что кончик вот этой основы цветка сверху нужно вот так прижать, чтобы сделать его вот здесь сверху более плоским. То есть снизу он у вас получается круглый в форме шарика, а сверху вы его вот так немножко прижимаете пальцами, и у вас получается вот так. Для чего это нужно? Ну, потому что у ранункулюсов, если посмотреть на них, примерно вот такая серединка. Она еще может быть гладкая, а может быть похожа на вот такую, похожую на мохнатую. Поэтому я как раз делаю вот такую, похожую на мохнатую. Как будто бы она каким-то ворсом покрыта. Но мы никаким ворсом покрывать не будем. Мы все сделаем это инструментом, прямо из глины, имитируя наличие вот такого ворса. И для этого вам понадобится вот такой острый пинцет, у которого очень острые кончики. Этот пинцет нужен и для серединки цветка, и для тычинок тоже понадобится нам. И теперь просто сверху мы слегка прищипываем и немножко как будто бы оттягиваем эту глину вверх. Прищипнули и немножко как бы оттягиваем. То есть сделаем вот такие маленькие защипы очень часто и очень много. И это будет имитировать ворсистость такую легкую. У меня из-за того, что дома линяет кот, у меня ворсистость сейчас естественным путем появится сама. У кого есть дома животные, те меня поймут. У нас настолько сильно сейчас греет отопление батареи, что из-за этого кот начал линять. Если у кого-то из вас есть советы по поводу того, как предотвратить вот такую чрезмерную линьку кота, напишите, пожалуйста, мне в комментарии. Мне было бы это очень интересно узнать, потому что я вынуждена каждый день дома делать генеральную уборку, от чего я сильно устаю. Итак, вот такими вот способами сделали такие насечки, защипы, то есть деформировали мы вот так. Такая будет у нас верхушка. И забыла вам еще сказать про то, что нам сейчас понадобится сухая пастель темно-коричневого оттенка, чтобы сразу окрасить серединку цветка. Сейчас мы этим займемся. Вот такой темно-коричневый оттенок. Набираем пастель на кисточку довольно обильно и
там, где мы закончили делать вот эти защипы, мы наносим сухую пастель тампонирующими такими вот движениями, сильно не растирая, припудривая. Я надеюсь, хорошо все видно. Так. Вот эту часть уже можно не тонировать. Сюда мы будем наносить клей и приклеивать тычинки. Тычинки мы тоже будем делать из глины, все вручную. Я покупные тычинки редко когда использую. В основном стараюсь все тычинки делать сама, чтобы цветок был полностью ручной работы. Итак, у нас получается вот такая серединка цветка. И сюда мы сейчас будем делать тычинки. Теперь мы окрасим глину для тычинок. Иди сюда, кот, иди ко мне. Мы берем масляную краску коричневую. У меня это умбра жженая. И добавляем ее в глину. Довольно большое количество, поэтому обзаведитесь влажной салфеткой, чтобы периодически вытирать руки, чтобы не запачкать все остальное. И вмешиваем эту краску в глину. Нам нужен интенсивный темно-коричневый оттенок, поэтому при необходимости, смотрите, возможно, придется добавить черной масляной краски. Так, я добавлю черный. Получится такой темный оттенок. В этом ранункулусе очень красиво смотрится вот такой контраст между лепестками и серединкой цветка. Серединка в этом ранункулусе значительно темнее, радикально даже, я бы сказала, темнее. Добавили черной краски и тоже интенсивно туда замешиваем ее. Они должны получиться темно-коричневые. У меня получилось даже темнее, чем я планировала изначально, но это тоже нормально. Очень темно-коричневый оттенок. Я надеюсь, видно хорошо, да, какой цвет получился? Темный. Итак, теперь из этой глины мы будем делать тычинки. Я сейчас покажу, как. Итак, теперь мы сделаем тычинки для ранункулуса. И здесь нам может пригодиться крем для рук. Я сейчас объясню, для чего. Глина, в которую мы замешали коричневую и черную краску, из-за того, что краски там много, она теряет свою эластичность. И пока вы будете делать тычинки, вот этот кусочек в руках у вас может начать подсыхать. И для этого небольшое количество крема периодически мы будем подмешивать в глину для того, чтобы восстанавливать ее мягкость и эластичность. Еще понадобится иголочка. Вот про нее я тоже забыла сказать. Большая иголка острая понадобится. Теперь мы отщипываем от кусочка глины очень маленькие кусочки. Вот такие.
маленькие. И из них, из этих кусочков, нужно скатать пальцем на ровной поверхности вот такие небольшие колбаски. Вот такие. Я покажу на примере двух. Остальные сделаю уже самостоятельно без камеры. Вот так. Длиной около 1 сантиметра, чтобы они у вас были. И теперь вам опять же понадобится острый пинцет. Тычинки у ранункулюса имеют вот такую форму. Они как будто бы с центральной прожилкой. Видно ли вам? Вот. Поэтому мы берем и просто пинцетом половину длины вот этой тычинки мы вот прижимаем. И у вас с одного края она получается вот такая. И аналогично так мы поступаем со всеми тычинками. Вот несколько штук вот так вы раскатали. Пинцетом вот так придавили, прижали, положили. Потом, когда их уже будет у вас довольно много, нужно будет каждую взять и на иголочку вот так закрутить. Сделать им вот завивку, чтобы они были вот так вовнутрь загнуты. В цветке они будут вот такие, загнутые вовнутрь, как бы обнимая серединку цветка. И клеить мы их будем в несколько рядов. То есть вот таким образом мы делаем довольно много тычинок для каждого цветка. И когда все они у меня будут готовы, я покажу, как их приклеить к середине цветка. Когда тычинки у вас готовы, не нужно дожидаться, когда они полностью засохнут. Мы начинаем их сразу приклеивать к основе. Для этого на основу нужно нанести клей обильно. Я использую латексный клей. Он полупрозрачный после высыхания. Я бы даже сказала, что он абсолютно прозрачный после высыхания. Вот так. Нанесли клей. И начинаем приклеивать тычинки. Клей периодически будем обновлять, добавлять. Ножницы также понадобятся для того, чтобы снизу срезать, если будут длинные кончики торчать. Берем тычинку, разворачиваем ее таким образом. Берем, чтобы приклеить ее так, чтобы она не закрывала верхушку основы, но была повернута к ней. Вот таким образом. То есть верхушка у нас на несколько миллиметров выше, чем тычинки. И вот таким образом их по кругу распределяем. И продолжаем дальше по кругу приклеивать тычинки. Я покажу. В промежутках буду показывать, что получается. Вот один ряд тычинок мы приклеили. Снова наносим клей. Так мы дополнительно закрепим первый ряд тычинок. Клей можно нанести уже чуть ниже, потому что следующие тычинки мы будем приклеивать буквально на 1 миллиметр ниже. Следующий ряд. Также по кругу продолжаем наклеивать. Лишний клей с пинцета вытирайте.
Концы тычинок, которые снизу торчат, мы потом аккуратно срежем ножницами. Следите за тем, чтобы тычинки были повернуты все туда, в сторону центра основы. Можно серединку сделать гуще, можно сделать ее не очень объемную. Смотрите за тем, как уже вам хочется. Пока у нас получается вот так. Это уже симпатично. Вот так. Продолжаем по кругу. 2 ряда тычинок я наклеила. Теперь нам нужно отрезать торчащие снизу кончики тычинок. И потом приклеить еще 3-й ряд. Просто аккуратно снизу срезаем. Теперь снова наносим клей. Еще чуть ниже, чем мы наносили до этого. И вот таким образом приклеиваем 3-й ряд тычинок. Можно сделать 4 ряда. Это уже по вашему усмотрению. То есть следующий ряд мы наклеиваем еще ниже на миллиметр предыдущего ряда. То есть каждый ряд мы спускаемся где-то на 1 миллиметр. Так тычинки будут смотреться более объемно. Можно даже на 2 миллиметра опустить 3-й ряд тычинок. Если вы будете делать 4-й ряд, то 4-й ряд делайте наравне с 3-м рядом. 3 рядов, в принципе, здесь вполне достаточно. Вот так по кругу наклеиваем, и я покажу потом где больше света, как это в конце получается. Так получаются тычинки для ранункулюса. Здесь еще клей не совсем просох. Снизу мы все это подправим пальцами. И тычинки можно немножко раскрыть. Даже после полного высыхания они останутся подвижные и эластичные. Но при этом они очень хорошо держат свою форму. Вот такая серединка для нашего цветка. Если вы будете лепить несколько, то вам понадобится несколько таких серединок. Теперь приступим к созданию лепестков. Как я уже говорила, для лепестков глину нужно окрасить в очень-очень светло-розовый оттенок. Я для этого буду использовать краску цвета маджента. Вы можете использовать любой другой розовый оттенок. Главное, чтобы ее было в глине совсем мало. То есть только слегка вот так прикоснуться. И можно замешивать. Чтобы она осталась практически белая. Основной цвет цветка мы будем делать с помощью тонировки сухой пастелью. Все, этого достаточно.
Если сделать глину более насыщенного цвета, то цветок получится слишком яркий. Теперь по всей длине пленки нам нужно раскатать глину. Для этого я беру такой хороший кусочек. И раскатываю в пастомашине на отделении номер 7. Вот таким образом ее расплющили. Положили в пленку. Истончили край. И прокатаем на пастомашине. В моем наборе каттеров от Flower Portrait всего 5 размеров лепестков. Самый маленький и самый большой мы использовать не будем. Мы будем использовать вот эти 3 размера каттеров. Размеры каттеров. Замеряю 2 сантиметра и... Так, сколько получается? 2 сантиметра и 4 миллиметра примерно. И высота около 2 сантиметров и 6 миллиметров. Где-то так. Это самый маленький каттер. Так, лучше по режущей части, да? Средний каттер у нас получается размером где-то 2 сантиметра и 7 миллиметров. И высота его где-то около 3 сантиметров. И завершающий каттер у нас будет шириной где-то 3,5 сантиметра. И высотой 3 сантиметра и 7 миллиметров. Где-то так. Это размеры самих каттеров. Но когда мы вырежем лепестки, мы будем их дополнительно обрабатывать под пленкой, и они увеличатся в размере. Теперь по количеству. Вот этих маленьких лепестков нам нужно будет всего 12 штук. Вы увидите, почему именно такое количество. Вот этих средних лепестков нам понадобится 21 лепесток. Вот этих больших можно делать уже по желанию, по вашему усмотрению. Но я тоже сделаю их 21. И потом будем смотреть, нужно ли нам будет их добавлять. То есть вот таких средних 21 точно. И потом еще, наверное, с десяток. То есть где-то около 30 или 35 вот таких больших лепестков. Повторюсь, что маленьких 12 штук. Средних 21 лепесток. И вот этих где-то 30-35 приблизительно. Вы по ходу работы, по ходу сборки цветка уже будете ориентироваться сами на тот объем, который вы хотите сделать. Чем больше лепестков вот этих завершающих вы сделаете, тем более объемный будет цветок. И теперь в пленке я сейчас вырежу 12 маленьких и 21 средний лепесток. Теперь под пленкой обработаем лепестки. В моих предыдущих видео, где мы создавали ранункулюсы, эта техника уже хорошо показана, поэтому можете посмотреть. Я покажу здесь на одном или двух лепестках. Плоским пластиковым ножом нужно глину стянуть от верха лепестка к его основанию. Так у нас край лепестка станет тонкий, реалистичный, тонкий как шифон, а основание при этом останется более плотное, что в дальнейшем будет служить надежностью для скрепления лепестков. Вот таким образом стягиваем глину, и лепестки в размерах увеличиваются, причем увеличиваются значительно. Поэтому изначальный размер каттеров, здесь, конечно, уже вот уходит этот размер изначальный, он увеличивается. Проглаживаем ножом лепестки, чтобы края лепестков были максимально тонкие.
Вот так на просвет. Видно, что они стали тоньше. Так обрабатываем все лепестки. Итак, теперь лепестки вот этого первого маленького размера нужно снять с пленки, обработать лепестки в вайнере и сразу, не дожидаясь, пока мы будем собирать цветок, а пока они высохнут, мы этого дожидаться не будем, мы сразу их будем тонировать, пока они сырые. Так пастель ляжет лучше. И вообще удобнее всего, конечно, тонировать сразу, для того, чтобы именно вот такой окраски. Есть цветы, которые тонируются после сборки, а этот мы будем тонировать до сборки. Я покажу на 2 лепестках. Так. На салфетку. Лепестки снимаем на салфетку, чтобы они подсыхали. Вот 2 лепестка. Сразу же, не дожидаясь, пока они подсохнут, мы их обрабатываем в вайнере. Создаем красивую фактуру. Так. Лепестки тонкие, работайте с ними осторожно. Это придаст как раз цветку вот такой эффект прозрачности, если лепестки будут аккуратные, тонкие, вот как в природе они, как живые. И теперь вам так нужно будет со всеми лепестками поступить, то есть вот со всеми маленькими, со всеми средними и со всеми большими. То есть ваш алгоритм действий такой. Вы их вырезали, обработали под пленкой, по нескольку штук снимаете на салфетку, придаете фактуру в вайнере, сразу тонируете и оставляете их подсыхать. После того, как они немножко подсохнут, мы им придадим объем с помощью стеков, шариков. Здесь, в общем-то, все точно так же, как и с любым другим ранункулюсом. Разница лишь в том, что вам нужно успеть потонировать цветы. Лепестки, вернее, потонировать, прежде чем они окончательно высохнут. Теперь мы берем сухую пастель. Как я уже говорила, здесь мы будем использовать 2 оттенка. Это розовый и вот такой светло-зеленый салатовый. Мы берем лепесток, берем кисточку для розовой пастели, наносим на кисточку небольшое количество розовой пастели и аккуратно тонируем только край лепестка. Край, немножко стягивая пастель вниз от края, но незначительно. Чем ярче вы потонируете края лепестка, тем ярче у вас впоследствии будет весь цветок. Один у меня вот такой цветок получился более нежный, а другой более яркий. Я сейчас хочу сделать не слишком яркий. Вот таким образом мы потонировали край, переворачиваем лепесток и с обратной стороны точно так же слегка, совсем слегка тонируем. Итак, и теперь берем кисточку для зеленой пастели. Совсем незначительное количество пастели нанесли на кисточку. Придерживаем пальчиком вот так у основания. Основание прокрашивать пастелью нам не надо, потому что мы за него будем приклеивать к основе. Поэтому пальчиком придерживаем и вот такими движениями слегка-слегка наносим еле-еле заметный зеленоватый оттенок. Можно втереть пальцем. Все. С обратной стороны зеленый цвет наносить не нужно. Сейчас покажу еще раз.
делается это быстро, пока лепестки у вас не высохли. Немножко бока лепестка тоже задеваем кисточкой с пастелью. Все. У вас должны получиться вот такие лепестки. Так, попробую показать сейчас на салфетке, чтобы было лучше видно. Вот такие светлые оттенки. Итак, мы поступаем со всеми лепестками маленького, среднего размера, с крупными точно так же. Поэтому я не буду больше показывать, как обрабатывать и окрашивать лепестки. Сейчас мы просто набираем нужное количество. И дальше я буду показывать вам уже только процесс сборки цветка, что мы будем делать. Покажу еще, как придать объем лепестку. И дальше буду показывать только процесс сборки. То есть самое интересное в этом мастер-классе – это именно сборка цветка не совсем простым и обычным способом. Когда лепестки у вас немножко подсохнут, их нужно обработать шариком, вот таким образом придать им объем. Не дожидайтесь, когда они сильно высохнут, потому что такой объем будет сложно сделать. Как следует обрабатываем шариком, чтобы создать такой довольно сильный изгиб. Ну вот внутри такой вот, чтобы чашечкой получился лепесток. Вот так мы обрабатываем и маленькие, и средние, и крупные. Просто для средних используйте уже более крупный шарик, и для крупных тоже такой же крупный шарик. Так, покажу еще раз. На ладони вот так шариком обрабатываем. И оставляем их, чтобы они еще подсохли. То есть лепестки мы будем собирать не совсем сырые, но и не совсем сухие. То есть где-то пусть они подсохнут минут 20, и этого будет вполне достаточно. Если у вас в квартире очень сухо, они могут уже высохнуть и за 10 минут. Поэтому ориентируйтесь на свою скорость, как скоро вы, как быстро вы работаете. Но лепестки не должны быть полностью сухие, потому что собрать цветок будет сложно. Они должны быть наполовину сухие. Я сделала и окрасила мелкие лепестки и средние лепестки. Большие лепестки я сделаю чуть позже, потому что эти у меня уже подсыхают. И вот эти, которые подсохли, их уже нужно собрать. Если мы их так оставим и начнем делать крупные лепестки, то эти пересохнут, и их будет сложно приклеить. Поэтому я сделала мелкие, средние, и сейчас мы сразу их соберем. А крупные потом доделаем. Итак, секрет этого ранункулюса состоит в том, что лепестки мы будем наклеивать не одинарно, и будем наклеивать их по спирали. Не одинарно, что это значит? Это значит, что мы будем собирать лепестки тройные, со смещением. И будет это выглядеть вот таким образом. Вот такие будут лепестки. Вот так. Сейчас я покажу, как это сделать. Небольшое количество клея на кончик лепестка, вот так на основание нанесли. Второй лепесток приклеили немного со смещением в сторону. За счет этого будет создаваться объем. И третий лепесток приклеили со смещением в другую сторону. Вот таким образом, чтобы получился вот такой тройной нежный тонкий лепесток. Вот именно вот так. Немножко загните вот так, чтобы он был
тройной, объемный, вот такой красивый лепесток. И таких маленьких у нас тройных получится 4, поэтому нам нужно было 12 лепестков. Со средними лепестками мы сделаем то же самое, тоже сделаем тройные лепестки. То есть весь ранункулюс у нас будет состоять из тройных лепестков и в конце несколько одинарных лепестков, уже крупных будет. Вот делаем вот таких лепестков тройных, маленьких 4 вот таких тройных. И у нас будет средних вот этих лепестков, тройных у нас будет 7. Поэтому мы сделали 21 вот такой лепесток. Вот таких будет 7, которые чуть крупнее. Тройные тоже их делайте. Сейчас, когда я соберу все тройные лепестки, покажу, как мы будем собирать их в цветок. Теперь лепестки нужно будет прикрепить к основе. Первые вот эти 4 тройных, которые мелкие, мы наклеиваем просто в произвольном порядке, ну, так более-менее равномерно. Они не по спирали идут, они просто приклеиваются. Нанесли вот так клей на основание. За счет того, что они уже подсохшие, их нужно хорошо приклеить, прижать как следует. Так. Вот так к основанию прижимаем как следует. Снизу у нас это будет вот так. То есть вот к самим тычинкам приклеиваем лепестки и прижимаем как следует, чтобы хорошо приклеилось. Дальше распределяем так, чтобы вошли все. Главное хорошо прижать, чтобы все хорошо приклеилось надежно. Потому что вот эти первые лепестки будут служить основой для последующих лепестков. И последующие лепестки мы будем уже клеить по спирали, то есть подсовывать их друг под друга. Я покажу как. Так, еще. Здесь получается такой небольшой нахлест друг на друга. Также хорошо приклеиваем. Так, и еще. Здесь будет вот так. Не обязательно, чтобы были равномерно первые лепестки. Главное, чтобы это красиво смотрелось. Где-то может быть нахлест чуть больше, где-то чуть меньше. Хорошо зафиксировали. Так. И теперь начинаем приклеивать лепестки средние. Еще важный момент. Во время работы в промежутках между сборкой лепестков цветок должен находиться вот так, вниз головой.
Если вы будете ставить вот так, есть риск, что лепестки будут опадать. Меня об этом спрашивали уже, то есть как правильно держать цветок. Там у кого-то не получалось, поэтому я говорю сразу, что лепесток, вернее цветок, держите вниз головой. Вот можно здесь сделать какую-то петельку вот так на цветке и вешать, чтобы он сох именно вот так. Так, сейчас я промажу клеем лепестки среднего размера. Лепестки среднего размера мы наносим клей вот здесь с краю. То есть вот вы держите к себе изгибом и намазываете вот с правой стороны клеем. С левой стороны пока не трогаете. И приклеиваем. Приклеиваем в то место, где нам кажется, это будет смотреться более симпатично. Получается, что мы приклеиваем только вот эту сторону, а вот сюда, под низ, под вот этот лепесток, мы будем подсовывать следующий. И поэтому следующий мы промазываем тоже только с краю вот здесь. И немного с обратной стороны тоже с краю, чтобы предыдущий лепесток приклеился здесь вот на этот. Много клея, слишком много не надо. Здесь, конечно, нужно попрактиковаться, потому что это не очень удобно. И вот нам надо 7 вот таких тройных лепестков распределить равномерно по кругу. Мы подсовываем под предыдущий лепесток, под тройной, то есть под все три последующий лепесток мы вот так туда аккуратно подсовываем. Так. И прижимаем, чтобы хорошо зафиксировалось. Так. Уже получается достаточно красиво. Оттенки так вот красиво переливаются. Светло-зеленый и светло-розовый. За счет вот этого зеленоватого оттенка создается такой легкий эффект полупрозрачности. За счет контраста вот этих оттенков. Теперь следующий мы также намазываем только с краю. И с другой стороны немного. И также под предыдущие 3 подсовываем. Вот таким образом. И прижимаем. Эта часть у нас остается, видите, приподнята. Мы потом ее подклеим, когда сюда вставим следующие лепестки. Итак, следующие лепестки. С краю намазали. И с обратной стороны немного. Также подсовываем. И закрываем. Как следует прижали. И закрыли вот этот предыдущий лепесток. Приклеили тоже. Проверяем, что получается. Главное, чтобы все было красиво, гармонично. И у нас получается, что они приклеиваются по спирали. Располагаться они будут потом вот по спирали. Это очень такой интересный вариант сборки. В конечном итоге цветок будет смотреться очень интересно и необычно.
следующие лепестки. Также под предыдущие. Здесь можно посильнее даже туда затолкать, потому что нам еще нужно два тройных сюда вместить. Так, подклеиваем здесь, чтобы хорошо все приклеилось. Так, намазываем следующие. Если у вас входит только 6 таких тройных лепестков, пусть будет 6. Главное, чтобы это было равномерно и красиво. Можно сильно много не делать здесь. Так. Подклеили. Этого может быть достаточно, но я все-таки приклею еще. И здесь мы тоже вот оставляем вот здесь свободный один край, потому что туда же мы будем подсовывать уже крупные лепестки. Они тоже будут вставляться под предыдущие. И теперь фиксируем как следует здесь все лепестки, чтобы они хорошо были приклеены. И вот этот последний край, который вот мы последний лепесток приклеивали, мы его не приклеиваем до конца. Оставляем его вот так не приклеенным. А вот это все приклеиваем. И теперь, пока мы будем делать уже более крупные лепестки, это все подсохнет. Вот у нас идет спираль, вот сюда она уходит, и отсюда же еще пойдут крупные лепестки. Видно уже вот эту спираль. Вот это очень интересный способ сборки цветка. И теперь переходим к созданию крупных лепестков. Я уже говорила, что нам их нужно будет сделать как минимум 21 и еще несколько штук просто одинарных, поэтому сделаем, я, наверное, сделаю где-то 30-35, и там по ситуации уже посмотрим, сколько их нам понадобится. Ну, пока вот так. Мне уже все нравится, он уже красивый, но, конечно, его нужно закончить. Так, дневной свет у нас уже закончился, поэтому остатки лепестков собирать я буду уже при ламповом освещении, поэтому извиняюсь за такое качество освещения. У нас день короткий в Сибири. Итак, крупные лепестки мы точно так же соединяем по 3 со смещением. Сделаем пока что 5 вот таких тройных,
А там посмотрим. Всего лепестков вот таких крупных я сделала 30 штук. Может быть, нам понадобятся все, а может быть нет. То есть я напоминаю, что крупные лепестки, вот все здесь, которые я сделала, часть мы сделаем тройные, вот такие, для того, чтобы еще сделать ряд вот таких спиральных таких вот форм. А оставшиеся мы будем наклеивать уже просто вот такие одинарные. И там их нужно будет столько в зависимости от того, какого объема вы хотите видеть свой готовый цветок. Я покажу еще раз. Так. Присоединяем второй. Видите, да, что он присоединяется со смещением. И третий я присоединяю со смещением в другую сторону. За счет того, что вот они загнутые, вот такие объемные, за счет вот этого смещения этот объем сохраняется. Так, ну, конечно, да. Освещение уже не позволяет увидеть всю красоту и прозрачность этих лепестков, к сожалению. Но я думаю, что и так понятно будет. Главное вам сейчас показать, как завершить цветок. То есть вот таких вот тройных крупных я сделаю пока что 5, а там посмотрим, хватит их или нет. Так, вот эти тройные крупные лепестки мы тоже клеем промазываем только с краю, вот здесь, потому что сейчас мы этот лепесток будем подсовывать под предыдущие, которые мы лепили до этого. И с обратной стороны тоже немного клея наносим на лепесток. Теперь берем цветок и находим то место, где у нас не была приклеена часть лепестка. И сюда вот таким образом мы тоже вот так подсовываем. Этот лепесток у нас уже гораздо крупнее. Так, выпал. Вот таким образом. Так. Он, видите, гораздо крупнее. Итак, здесь у нас такой большой переход. Но в конечном итоге это все будет хорошо потом смотреться. Так что не переживайте, если большой переход получился. Теперь следующий лепесток. Также нужно подсунуть его под предыдущий. Вот таким образом. Чтобы сохранять вот эту спиральную форму. И подклеили. Так, теперь следующий. Итак, следующий лепесток тройной расположили. Мы приклеиваем лепестки к самому основанию все время. Смотрим, чтобы все это было гармонично. Так.
Этот лепесток у меня немного съехал, да, поэтому отправлю здесь немного. Так, продолжаем. Так, 5-й. И, наверное, понадобится еще 6-й такой тройной. Поэтому сделаем дополнительно еще 6-й тройной лепесток. Этот первый у нас получился немного неправильной формы. Мы сейчас его здесь немного исправим. Хотя, наверное, уже не получится исправить. Ладно. Сейчас мы сделаем еще один такой тройной. Намазываем его клеем полностью уже основание. И сейчас мы его здесь вот так закрепим. Так, какие-то лепестки у нас получаются чуть повыше, какие-то чуть пониже. Вот здесь вот у нас получилось первые вот эти лепестки тройные немного кривовато у нас приклеились, но можно было постараться ровнее, конечно, это сделать. Но просто теперь уже как-то исправить это будет проблематично. Он все равно получается очень интересный, нарядный, красивый. И теперь наша задача оставшиеся лепестки вот эти все приклеить дополнительно снизу, уже просто в хаотичном порядке. Может быть, как-то все-таки попробовать мне исправить здесь эту ситуацию. Вот здесь изначально, когда я приклеивала вот эти крупные, самый первый крупный такой тройной лепесток, нужно было его более ровно, чтобы вот он здесь вот так вот потом в итоге не выглядывал. Ну, ладно, что уж теперь. Не всегда все получается так, как нам бы хотелось. Такая красивая юбка, как будто юбка балерины получается, такая богатая, пышная, красивая юбка. И для того, чтобы потом цветок вот так не закрылся, он может закрыться, если вы будете вот высушивать вот так вниз головой, вот так,
лепестки будут опадать и закрываться. И для того, чтобы они все не закрывались, мы точно так же, как в предыдущих видео с ранункулюсом и с пионом также мы делали, мы кое-где добавим кусочки ваты между лепестками, чтобы сохранить вот этот красивый объем. Теперь нам нужно просто приклеить оставшиеся лепестки. Сейчас я нанесу на них клей и продолжим. Осталось приклеить крайние последние лепестки. Мы их будем наклеивать в хаотичном порядке, в разброс. Где хочется добавить объема, туда приклеиваем. Держа цветок вниз головой, чтобы лепестки не опадали. Сейчас они опадают, потому что они еще не совсем высохли. Но как раз именно такие лепестки нужно приклеивать, чтобы можно было потом высушивать, сохраняя объем с помощью ватки. Кусочки ваты под лепестки. Вот у меня осталось 4 лепестка. Я их тоже распределяю равномерно и сюда. Теперь смотрим, что у нас получается. Итак, вот так у нас получается красиво снизу. Все аккуратно. И такой цветок мы собрали. Освещение, конечно, уже не позволяет увидеть всю его красоту. Но другого у меня сейчас освещения, к сожалению, нету. А закончить цветок нужно было сегодня обязательно. И теперь мы добавим кое-где кусочки ваты, чтобы лепестки у нас не закрывались во время сушки цветка. Не под все лепестки, конечно, нужно добавлять вату. Смотрите только там, где вы хотите цветок раскрыть, в некоторые места. Если раскрыть одинаково все лепестки, это красиво смотреться не будет. Сохраняйте вот именно вот эту форму спирали. Лепестки как будто бы идут по спирали. Если вот смотреть вот так, уходят потом вот сюда. Это очень интересно смотрится. Очень красивое расположение лепестков. Именно вот при такой сборке. То есть я вам показывала в прошлых видео самую простую сборку. А в этом видео я вот уже вам показала более сложный вариант сборки цветка. Вату добавляем там, где хотим видеть объем. Я очень люблю такой эффект. Люблю, когда цветки распустившиеся и объемные лепестки имеют. Я сейчас продолжу без камеры и потом просто покажу, что у меня получается. Это то, что получается с ватой. То есть вот так. Вниз бутоном он у вас будет сохнуть. И высохнет вот такой объем. Я думаю, что здесь все максимально понятно. Точно так же мы поступали с цветами, которые были простой сборки. И сейчас я еще напоследок покажу те цветы, которые у меня были слеплены до. Вот такие цветы войдут в состав весеннего букета.
Видео по этому букету будут добавляться постепенно. Вот. А я благодарю вас за просмотр, за то, что вы пишете комментарии, ставите оценки. И я хочу попросить тех, кто до сих пор не подписан на мой канал, подпишитесь. Мне будет очень приятно. Вам не сложно, а мне приятно. Просто больше половины моих зрителей не подписаны на мой канал. Вот. То есть мне было бы очень приятно, что вы подпишетесь, если вы подпишетесь. Поэтому еще раз всех благодарю за просмотр. Всем удачного творчества, море вдохновения. Всех обнимаю. Пока-пока.